Привет, друзья! С вами, как всегда, Олег, и мы вас рады приветствовать на нашем канале. Вы находитесь на канале Table Tennis for You. И перед тем, как начать тему нашего видео сегодняшнего, хотим попросить всех, кто не подписан на наш канал, обязательно нажать на эту кнопку подписаться, вот такую красненькую, и чтобы она потом загорелась серым и написано «Вы подписаны». И, конечно же, поставить лайк или дизлайк этому видео, но это вы уже досмотрите до конца, только потом вы поймете, то есть оцените нашу работу. В любом случае мы будем рады любой оценке, даже если это негативная, но мы будем стараться, в общем, в дальнейшем развиваться, всегда нужен какое-то мнение с другой стороны, поэтому любое ваше мнение мы ценим. Сегодня тематика нашего видео будет касаться выбора чехлов для настольного тенниса, то есть как выбрать себе чехол, для чего он нужен, какие они бывают, и расскажем, конечно же, актуальные вопросы при выборе чехлов для настольного тенниса. Чехол для ракетки в настольном теннисе это важный аксессуар, как для теннисиста начинающего, так и для уже достигнувшего какого-то уровня, звания и так далее. Каждый уважающий себя человек, который играет в настольный теннис, обязан иметь чехол для ракетки, так как ракетка это как меч у рыцаря, так и защита вашего оружия в игре, можно так сказать. Чехлы очень хорошо защищают вашу ракетку как от внешних воздействий, так и, конечно же, от каких-то физических повреждений при падении случайно, при транспортировке, если где-то случайно упала температура. То есть чехол служит в первую очередь это защита вашей ракетки от механических повреждений, то есть каких-то ударов, сколов, повреждений. Второе это защита от каких-то погодных условий, не знаю, дождь, снег, температура, что-то еще. То есть, бывает всякое когда едешь на турниры, либо в рюкзаке намокло как-то. То есть это все такие уже второстепенные нюансы. Ну и, конечно же, это в принципе очень удобно. Для транспортировки чехол служит очень удобным аксессуаром для просто носки во время турниров и прочего другого. То есть чехол служит как и, в общем, что-то между ракеткой, когда еще влезает множество аксессуаров для настольного тенниса, ленты, клей, мячи, все что угодно можно положить, в зависимости, конечно же, от вашего чехла. Так, друзья, какие виды чехлы бывают в большом ассортименте инвентаря и конкретно чехлов для настольного тенниса? Бывают чехлы прямоугольные, вот один из видов прямоугольного, также овальные, то есть конкретно идет по овалу ракетки, также это овальный чехол, и на лопасть. На лопасть, к сожалению, у меня сейчас с собой нету, но он представляет собой чехол только на лопасть ракетки, то есть там виднеется ручка, и он конкретно на лопасть идет. Он самый дешевый по ценовой политике, самый простой, защищает только накладки, в общем-то, и торцы. Минимальная защита вашей ракетки. По защите бывают чехлы жесткие, полужесткие и не жесткие. Вот, например, чехлы не жесткие. Вместительность их тут вот здесь помещается еще 3 мяча, там можно губку положить и на одну ракетку. Здесь также помещается 3 мяча, то же самое минимальный аксессуар. Вот чехол уже идет полужесткий от Butterfly. Что конкретно в нем входит? Это, конечно же, очень плотная ткань. И у Butterfly идет всегда такие вставки, такие пластиковые, которые, то есть ракетка вставляется в нее даже при падении, то есть она держит все четко, сохраняет, не дает мяться чему-то, каким-то сколам, то есть очень спасает от этого. Такие все дорогие чехлы от Butterfly имеют такую вставку, то есть они очень хорошо защищают. И конкретно жесткие чехлы, например, от Янке, от King, от Butterfly также есть. Покажу, как они выглядят. То есть они имеют четкую жесткую форму.
даже при падении чехлу ничего не будет, и конкретно ракетки в ней, то есть ничего не будет. То есть он имеет жесткую структуру и максимальным образом защищает вашу ракетку от механических, прежде всего, повреждений. Также он очень актуален там при температуре плюс, как бы он плюс-минус хорошо защищает, не пропускает температуру, конечно же. Ну, понятно, что пропускает, но не настолько, как, например, чехол, который там идет на лопасть просто ракетки, то есть лучше, наибольшим образом сохраняет как бы ролевые свойства. И, конечно же, расскажем сейчас о вместительности. Бывают чехлы на одну ракетку и бывают чехлы на две ракетки. Вот, например, это чехол на одну ракетку, этот чехол уже идет на две ракетки, то есть идет здесь два отсека. Также в этом чехле он также идет на две ракетки. Сейчас покажем вам вместительность. Вместительность чехла. Вот специально для одной ракетки. Вот так вот кладется одна, потом сверху вторая. Сюда кладутся аксессуары. Здесь все проще. Здесь конкретно как бы кладется ракетка, там пару мячей, аксессуаров нету специальной. То есть она намного проще. В Butterfly идет полностью отсек для аксессуаров, то есть отдельный, тут специальная даже сеточка есть. То есть для мячей, там, для очистителя, то есть все продумано. Butterfly фирма как бы очень брендовая, они всегда делают максимально качественные продукты, да, не дешевые, но по ценовой политике, по качеству и по дизайну, по всему они, конечно же, вообще лидеры в этом плане. И вот второй отсек конкретно на две ракетки, то есть, как я уже показывал, вот с одной стороны одна кладется и с другой стороны. То есть вот отсек под два мяча, еще это под ручку. То есть ткань максимально качественная, все вот очень круто сделано. В овальном же чехле типа King Nick здесь он тоже идет под две ракетки. То есть сюда помещаются две ракетки, сюда аксессуар. Конечно же, он не такой вместительный, как прямоугольный, но все же как бы не уступает по дизайну. Очень много кто берет такие чехлы. Поэтому, друзья, выбирайте на свой вкус и цвет из большого ассортимента чехлов для настольного тенниса на нашем сайте. Выбирайте для себя самый подходящий вариант, будь то жесткий чехол, не жесткий или полужесткий. Любой вместительности, одинарный, двойной, на лопасть овальный либо прямоугольный, на ваш вкус и цвет. У нас довольно большой выбор, если не знаете и там нужна какая-то консультация по поводу выбора чехлов для настольного тенниса, обращайтесь в наш магазин по контактам, там все подскажут, помогут в выборе, как бы, чтобы вы были рады вашей покупкой и в дальнейшем наслаждались нашей прекрасной игрой в настольный теннис. Напомню еще раз, это важный аксессуар для каждого теннисиста, не менее важный, чем ракетка, и как бы для сохранения ее игровых свойств, чтобы она меньше изнашивалась, нужен вот такой вот чехол. Если у вас есть какие-либо вопросы, конечно же, напишите их под этим видео, мы ответим вам с радостью, подскажем вам, поможем, что есть какие-то вопросы, то есть какие актуальные вопросы нас интересуют. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео. С вами был Олег, канал Table Tennis Play. Удачи!